У меня деформировался череп от наушников после того, как я столько лет играю в них. Сумасшедшие, которые исполняют какую-то дичь, за которую потом всем стыдно. Самое, мне кажется, главное в жизни — это найти сиюминутную цель. Могу прожить на 35 тысяч в месяц, буду сидеть, кричать, безэмоциональный, хладнокровный, я хотя бы улыбаюсь иногда. Путь был сложный, но... Перерыв между катками. Самое время закупиться припасами. Пицца, бургеры, напитки и многое другое с доставкой прямо на базу. Яндекс.Итс или Яндекс.Еда дает скидку на первый заказ в твоем регионе. Выбирай промокод и приятного аппетита! Я не знаю, честно. До этого у меня был просто аккаунт в Uplay, теперь в Steam. Ну, я думаю, в общем, где-то 10, может, 12 есть. По рассказам моих родителей, у нас компьютер появился в семье очень рано. Мне кажется, мне было лет 5 примерно. Я помню, как я играл с батей в Call of Duty. И помню, как я играл с батей тоже в гонки. Вот это я прям отчетливо помню. На самом деле играю во многие игры, тем более в межсезонье, когда нечего делать. Это и Apex, и Warzone, и CS, и Valorant. Очень много игр, разноплановые все, в основном шутеры, мультиплеерные. Очень редко играю в сингл-игры. Но на последнем турнире все заметили, что я покурю электронки. Поэтому что это, если не вредная привычка? Зависимость от табака. Копил и купил себе квартиру. Честно, пока что, путешествуя по всем разным странам и городам, понял, что Москва — это самый комфортный город для жизни. Тут все работает, тут есть все условия, тут вообще все есть, чтобы комфортно жить, тем более с нашим ночным режимом жизни. Наверное, это был Олег, бывший наш тренер Razer GM, потому что тогда мы очень много ездили по турнирам, и он был, честно, мне, грубо говоря, как второй отец. То есть он был очень авторитетный, он был старше нас, мы его во многом слушались. Это даже не в игровом плане, а в плане, наверное, в жизненном тоже. Мне написал Даниил Медведев, который теннисист. Он в 2019 году нам написал, когда мы выиграли турнир. Очень радует всегда, когда все близкие, родители смотрят. У нас есть групповой чат вместе с моими родителями, близкими и так далее. Я каждый раз захожу и смотрю, как они там настрочили 400 сообщений, допустим, за одну игру. Ну, это, то есть, это очень много. И все следят, смотрят. Мы собрали достаточно, как это сказать, интровертный состав, или как-то так. То, что мы почти все не выходим из дома, хотя и живем, допустим, 4 человека из нас живут в Москве, но мы не так часто собираемся вне игрового какого-то формата. А так, со всеми одинаково. Ну, самое популярное — это, наверное, Ace на бордере против G2 в 2019 году. И, наверное, сейчас будет Ace на бордере против VSMM. Вот такие два запоминающихся. Честно могу сказать то, что я понимаю, что везде есть такие люди, какие-то сумасшедшие, которые исполняют какую-то дичь, за которую потом всем стыдно. Поэтому, да, конечно, простила, что с ними делать еще. Ну, у всех бывают такие люди, за которые ты не можешь нести ответственность. Традиционным спортом никаким, наверное. Я ни футбол не смотрю, ни баскетбол, ничего такого. Всегда, кстати, хотел побриться на лысо просто ради того, чтобы посмотреть, насколько у меня деформировался череп от наушников после того, как я столько лет играю в них. Да я бы и так побрился. Я и так с короткой стрижкой хожу. Ну, это, наверное, ключ от дома. Первое, без него никуда, как это без ключа потом назад домой вернешься. А второе, это антисептик всегда со мной в рюкзаке. И паспорт. Я не сохраняю мемы. Я вообще никогда в жизни их не сохранял.
забросил YouTube канал, потому что человек, который делал видео, сейчас занят и не может этого делать. Но Фоджик сказал, что мне поможет. И не поверите, вот сегодня он мне прислал первый видос и сказал, что, может быть, можно уже его выкладывать. Поэтому в ближайшее время ждите. Скорее всего, вернусь на ютубчик при помощи Фоджика. Не знаю, это на самом деле сложно так сказать, мечта. В детстве я мечтал стать киберспортсменом, сейчас я киберспортсмен, и все в жизни удалось, но надо потом идти будет куда-то дальше, надо уже думать будет, что будет происходить, когда закончится моя киберспортивная карьера. И самое, мне кажется, главное в жизни — это найти сиюминутную цель и занятие, которое тебе нравится, чтобы с него кайфовать. Сейчас я кайфую, а что будет дальше, не знаю. Ну, наверное, самое тяжелое было для меня это, когда у меня погибли бабушка с дедушкой, и поэтому каждый раз, когда я, допустим, где-то натыкаюсь на какой-то плаксивый видос или еще что-то такое, связанное с родными, почему-то сразу всплывают воспоминания о них и проскакивают слезы. Родители, наверное, это самое важное. Если они звонят, то нет ничего такого, чтобы ответить им и сказать, там, не знаю, я тебя люблю, пока не могу говорить или что-нибудь такое. Стараюсь никогда их не сбрасывать. Либо сразу отвечать ему в мессенджере каком-то. Сейчас заплюют меня все, но я не читал, наверное, с 11 класса ни одной книжки. С 10-11. Поэтому я не читал. На самом деле я думал над этим, куда вообще мне тратить деньги, потому что я достаточно такой человек, который их копит и никуда не тратит. Поэтому пока... Не, я серьезно. Я буквально могу прожить на 35 тысяч в месяц, просто только питаясь. Мне больше денег не надо. Я их пока что коплю, не знаю, куда тратить, поэтому, может, вы напишите в комментах, куда. Ну, жилье есть, все есть, машина есть. Пока копим. Я в детстве всем говорил, все говорили, я хочу стать космонавтом, я хочу стать врачом, а я хотел стать Леголасом из «Властелина колец». Вот. И надо мной все смеялись, потому что какая-то... У всех профессия, а я какой-то персонаж из кинофильма. Сначала, наверное, у меня было разочарование в Шейко, когда его забанили за макросы, потому что я думал, что это все дело реально. Но потом я после его возвращения понял, что, скорее всего, это была какая-то ошибка, и на самом деле его забанили по какой-то неверной причине, потому что он сохранил свою форму, он очень хорошо стреляет. А прям разочаровался. У меня нет такого, я не скажу, что я прям в ком-то сильно разочаровался. Честно, я скажу, не самое красивое место, а самое запоминающееся и эмоциональное — это была Бразилия, потому что такого стадиона мы не видели никогда в жизни, и такой поддержки от зрителей мы тоже не видели никогда в жизни. Это было просто какое-то сумасшествие. А по поводу красоты я могу сказать, что мы очень-очень редко вообще куда-то выбираемся из отеля, потому что в основном мы сидим, играем, и нам некогда куда-то выходить, развеяться, там, посмотреть какие-то туристические объекты. Поэтому сидим до вылета из турнира плотно в номере и разминаемся, там, тренируемся. Я бы, наверное, посоветовал «Игра престолов», «Во все тяжкие» и «Викинги». Ну, это такие мейнстримные сериалы, но мне они очень понравились. Есть такой человек с ником Like a Fuck. Вот. В принципе, все, что нужно знать. Для нас он звучит смешно, и иногда мы прикалываемся. Но это без негатива. В школьные годы последний раз, наверное, класс в 8-9. Ну, на самом деле, я из-за того, что переехал из Ухты в Москву, у меня очень много было в школе проблем, чтобы втиснуться в компанию мальчишек. В первой школе там вообще была одна компания, вторая компания. Я, грубо говоря, никто не мог нормально скентофариться с ними, постоянно были из-за этого драки. Короче, хватало.
Это на самом деле круто, что есть такие фанаты, хоть я его и очень-очень сильно отговаривал. Я ему говорил, не надо, пожалуйста, это там на всю жизнь, не делай, но он очень сильно хотел. Он говорил, что он болел за нас и за меня с 2018 года. Поэтому, конечно же, это вызывает только положительные эмоции. Очень круто. Наверное, сейчас этот Солис, потому что полезно очень на многих картах, имеет очень хорошие пушки, полезная обилка, все полезное. И можно играть на ней как в соло, так и с командой коммуницировать. Да, они оба вроде хорошие парни, поэтому можно куда-нибудь вдвоем с ними сходить вместе. Я не смотрю вообще практически ничего, кроме турниров. Поэтому именно прям контент. Том Джей Шерлок пусть будет из английского каста. Я на прошлый вопрос отвечу Джинкси, потому что я вообще забыл про существование этой легенды. Это человек, который поднял Радугу с колен, грубо говоря. То, что в основном Радугу в целом смотрит там 10-15 тысяч человек в среднем онлайн на Твиче. А когда этот медиагигант запускают, то становится у него только на стриме 130 тысяч человек. Джинкси делает очень много для осады, плюс на последний турнир его позвали освещать этот турнир, и он с этим, я думаю, прекрасно справился. Он такой фриковатенький немного чел, который кричит, создает приятные позитивные эмоции, под которые хочется смеяться, поэтому почему бы нет, очень позитивный человек. Я бы, наверное, сказал Споет, потому что хоть он и механически хорош, но сейчас его команда пока что не показывает результатов. Но я бы так не сказал, что прям недооценен, потому что, по моему мнению, играет опять же команда, а не один человек. Поэтому все вместе должно быть вот эта командная химия, чтобы все заработало. Видимо, у них ее пока что нет. В последнее время нас посылают куда-то в очень дальние страны, поэтому я бы, наверное, если бы такое было возможно, выбрал бы телепортацию, чтобы ты по щелчку пальца мог перемещаться из одной точки планеты в другую. Сейчас в последнее время разработчики делают хорошие сподвижки к тому, чтобы развивать Радугу во всех регионах. И очень многих стримеров привлекают, какие-то делают коллаборации и так далее. В правильном направлении, как по мне, сейчас двигают игру, обновления выпускают тоже качественные, поэтому мне кажется, что это новый вдох для Радуги сейчас. Прислушивался больше к проигрокам и делал бы быстрее фиксы оперативников, которые выходят и остаются без этих самых фиксов. То есть, допустим, Азами, сколько была в игре, наверное, год, ее только спустя год вот сейчас довели до какого-то, и то я бы не сказал, что это довели до ума, просто чуть-чуть пофиксили. Но также остаются Фенрир, Солис, то есть оперативники, которые только-только вышли, но почему-то их никак не трогают, хотя понятно уже, очевидно, что они немного имбалансные. 10 лет. Я даже не знаю, что через 10 лет с нами будет, тем более, что с Радугой. Надеюсь, не загнется, и на этом спасибо. Буду сидеть, кричать, играть в компьютер до сих пор. Я коллекционирую не то чтобы даже ники игроков, а джерси команд. То есть у меня почти все команды собраны, но, допустим, на последнем турнире я ни с кем не поменялся, потому что не успел. Из-за того, что люди очень быстро уезжали, после того, как люди вылетают, они уезжают. Соответственно, в конце с нами остались G2, Dark Zero, VSMM, Фейзы. А у всех этих ребят у меня есть джерси, поэтому я ни с кем не обменялся. Мне стало за это обидно, потому что это чемпионат мира. Там было 20 команд, и можно было найти минуточку, чтобы с кем-то обменяться, но, увы, не вышло. У нас есть позиция, которая называется «Там, где никто не стоит». Это было вообще названо в рофл, потому что там реально никто не стоял никогда. Но после того, как мы ее назвали, там реально стали часто появляться люди. Но когда уже говоришь «там, где никто», уже очевидно, какую ты пытаешься позицию назвать, поэтому мы к этому привыкли уже. Это прилипло ко мне, не знаю, с года 18-го, и по мне так это звание надо отдать Шепарду, потому что он более безэмоциональный, хладнокровный, я хотя бы улыбаюсь иногда, он-то вообще камень. Но я, в принципе, да никак не отношусь, придумали мне название такое фанаты, поэтому поддерживаем образ.
Да нет, просто игра поменялась. Играют немножко по-другому в игру сейчас. Команды стали более опытные. Да я не скажу, что мы показываем плохой результат на сцене, потому что я считаю, что заслуги, они все же командные, а не индивидуальные. Плюс сам лично я последней игрой на Invitational доволен, поэтому нет, я бы так не сказал. Тем более сейчас вернулась Эш Сакоган. Все еще впереди. Сейчас хотел бы отметить Пашка, потому что на самом деле он как человек такой самый заряженный на этом турнире был. Он очень много делал между играми, вот, поэтому его бы похвалил, оценил и поставил бы в топ. Такое было, это, наверное, было в году 21-м. Иногда игра надоедает, я думаю, это со всеми бывает, то, что в любой сфере деятельности, если вы занимаетесь этим долго, больше 5 лет, у вас бывает такое, то, что наплывают такие негативные эмоции по поводу того, что, может быть, вы занимаетесь не тем, может быть, вам стоит бросить, особенно если это еще волна совпала с тем, что у вас что-то не получается, какой-то индивидуальный плохой результат. Это надо просто перебороть, побыть в себе. Мне кажется, каждый должен прожить это состояние, не делать поспешных выводов, и все у вас получится. Нельзя никогда останавливаться перед своими целями. Возможно, прожить жизнь какого-то миллиардера, посмотреть, как она вообще устроена в целом изнутри. Да и в целом, и этого мне не надо. Мне своей жизни хватает. Наверное, когда мы прыгали в Ухте с 3-4 этажа в сугробы, в снег. Но мы все проверяли, чтобы под сугробами ничего не было. Я понял, что вообще по жизни в целом друзей найти сложно, потому что на самом деле друг — это достаточно сложное слово, и у людей прекращаются контакты, прекращается общение, когда у вас заканчиваются взаимные интересы. Поскольку киберспорт сейчас — это моя жизнь нынешняя, то я не знаю, как у меня сложатся отношения даже с моими тиммейтами, когда это все закончится. Возможно, все это закончится, у нас закончатся взаимные интересы, киберспорт кончится, и мы также не будем с друг другом общаться. Не знаю, пока что я верю в это, что мы больше, чем команда, что мы друзья, но как будет потом, только время покажет. Сложно думать про наследие, потому что не ты же его оставляешь, а по сути люди, которые потом про тебя говорят, его оставляют, поэтому я об этом не рассуждал. Честно, я даже не знаю, что посоветовать, потому что путь был сложный, но я бы ничего не менял бы в нем. То есть, если бы я сейчас себе что-то тогда посоветовал, возможно, бы что-то изменилось. А я не хочу ничего поменять, поэтому путь был сложный, тернистый, но, по моему мнению, хороший. Отлично. Всем спасибо за просмотр.